Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы будем вязать вот такую вот игрушку дракошар. Вот так она выглядит сзади. Давайте начнем. Для вязания игрушки я буду использовать плюшевую пряжу Ярнар Дольче 3 цветов: зеленая, белая и желтая, и крючок 3,5. Свяжем с вами верхнюю лапку из зеленой пряжи. Набираем 2 воздушные петли. Один, два. Вторую петлю от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Ставим маркер. Второй ряд провязываем 5 прибавок. Должно получиться 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Третий ряд провязываем 10 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. В каждую петлю провязываем 1 столбик без накида. Четвертый ряд вяжем 2 столбика, 3 убавки. 2 столбика провязали, теперь 3 убавки. 1 убавка, 2, 3, 4. И нам осталось провязать 2 столбика без накида. 1, 2. Пятый ряд провязываем 2 столбика, убавку 3 столбика. 1, 2. Затем убавка. Теперь осталось провязать 3 столбика. 1, 2 и 3. У нас с вами по кругу сейчас 6 столбиков без накида. Следующий ряд, 6, провязываем 6 столбиков самостоятельно. 7 ряд провязываем не до конца, только 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер можно убирать. Складываем лапку пополам и провязываем 3 столбика без накида. Наполнять лапку не нужно. 1, 2, 3. Нить закрепляем, оставляем кончик для пришивания, отрезаем. Лапки готовы, убираем пока в сторону. Свяжем нижние лапки, деталей должно быть 2, вяжем зеленой пряжей. Набираем цепочку из 4 воздушных петель.
1, 2, 3, 4. Во вторую петлю от крючка провязываем прибавку. Затем вяжем 1 столбик без накида. И в последнюю петлю цепочки провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем по обратной стороне цепочки 1 столбик без накида. В следующую петлю провязываем прибавку. Ставим маркер. Второй ряд вяжем прибавку. Затем 2 столбика. 2 раза провязываем столбик и прибавку. Дальше вяжем 2 столбика. И прибавку. У нас с вами по кругу сейчас 14 столбиков без накида. Третий ряд провязываем 14 столбиков. Вяжем, то есть без изменений, в каждую петлю 1 столбик самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 4 столбика. Затем провязываем 3 убавки. И нам осталось провязать до конца ряда 4 столбика без накида. Пятый ряд вяжем 2 столбика, убавку. Затем выполняем убавку из 3 петель. Дальше убавка. И 2 столбика без накида. У нас с вами сейчас по кругу 7 столбиков без накида. Шестой ряд провязываем 7 столбиков самостоятельно. Провязали шестой ряд, набиваем нижнюю часть лапки холофайбером. После того, как набили лапку холофайбером, провязываем 2 столбика без накида. Складываем лапку пополам и провязываем 3 столбика без накида за обе половинки. 1, 2 и 3. Закрепляем нить, оставляем кончик для пришивания, отрезаем. Так, свяжем крылышко с вами. Одно у меня уже готово, второе свяжем вместе. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Вязание по цепочке начинаем со второй петли от крючка. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. Теперь вяжем за задние стенки петель 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Петля подъема, разворачиваем вязание. Также вяжем за задние стенки 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, провязываем за задние стенки 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Петля подъема, разворачиваем вязание и тоже за задние стеночки провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Нить закрепляем, провязывая воздушную петлю, отрезаем, оставляем кончик для пришивания и стягивания крыла. Берем иголочку и проходимся по прямой стороне крыла, захватывая дужки петель. Когда дойдете до начала ряда, углу вытаскиваем с нитью и затягиваем. Для надежности проходимся еще раз. Так, стянули крылышко. Что получилось, убираем в сторону. Свяжем с вами голову тела. Для этого набираем цепочку из 2 воздушных петель. И во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставим маркер. Второй ряд провязываем 7 прибавок. Первая прибавка. Вторая. Третья. Продолжаем самостоятельно. Третий ряд провязываем столбик и прибавку 7 раз.
столбик, в следующую петлю прибавка, столбик, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Четвертый ряд провязываем 2 столбика и прибавку 7 раз. 1 столбик, второй, прибавка, 1 столбик, второй, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Пятый ряд провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Затем делаем прибавку. Вяжем 4 столбика. Делаем прибавку. И вяжем до конца ряда еще 11 столбиков. Самостоятельно. Довязали до конца. Сейчас по кругу 30 столбиков без накида. С 6 по 14 ряд включительно провязываем по 30 столбиков в каждом ряду. 9 рядов провязываем самостоятельно. Провязали 9 рядов. Теперь на уровне между 11 и 12 рядом вставляем глазки. Расстояние между глазками должно составлять 6 столбиков без накида. Я буду использовать вот такие вот глазки на безопасном креплении. Так, устанавливаем глаза. 15 ряд вяжем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем убавку. 4 столбика. Убавка. 11 столбиков. Шестнадцатый ряд вяжем 2 столбика и убавку 7 раз. 1, 2, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. У нас с вами 21 столбик по кругу. 17 ряд провязываем 21 столбик самостоятельно. В каждую петлю 1 столбик. Выполняем. 18 ряд вяжем столбик и убавку 7 раз. Столбик, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Довязали ряд до конца. Набиваем холофайбером. 19 ряд вяжем 7 убавок.
Одна убавка. Вторая. Продолжаем самостоятельно. Довязали до конца, отрезаем нить, оставляем небольшой кончик, чтобы стянуть отверстие. Я уже вытянула нить. Берем иголку. И заводим иголку, охватывая каждый столбик. Затем через столбик ввели. Снова. Теперь стягиваем. Вот что у нас получилось. Так, закрепляем ниточку. На узел. Так, затягиваем. Затем прячем нить внутри. Так, лишнее отрезаем. Все, маркер убираем. Вот что у нас получилось. Свяжем с вами мордочку. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую петлю от крючка провязываем прибавку. Затем вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем в следующую петлю провязываем прибавку. Ставим маркер. Второй ряд провязываем прибавку. Затем 5 столбиков. Три прибавки. Четыре столбика. Прибавка. У нас с вами получилось по кругу 19 столбиков без накида. Теперь 2 ряда провязываем по 19 столбиков без накида. Затем нить закрепляем, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Выполняем самостоятельно. Берем голову, и где меньшее количество рядов, это у нас будет верх головы. Берем нашу мордочку, приставляем и пришиваем
Во время пришивания набиваем холофайбером. Выполняем самостоятельно. Теперь свяжем хвостик. Для этого набираем цепочку из 2 воздушных петель. Один, два. Во вторую петлю от крючка провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Ставим маркер. Второй ряд. Провязываем 3 прибавки. Одна прибавка. Вторая. И третья. Третий ряд вяжем 6 столбиков без накида самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 1 столбик, прибавку 3 раза. 1 столбик, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Пятый и шестой ряд провязываем по 9 столбиков в каждом. Вяжем самостоятельно 2 ряда. Седьмой ряд вяжем 2 столбика и прибавку 3 раза. 1, 2, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Восьмой ряд вяжем 12 столбиков без накида самостоятельно. В каждую петлю провязываем 1 столбик. Девятый ряд вяжем 3 столбика и прибавку 3 раза. Должно получиться 15 столбиков по кругу. 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. С 10 по 12 ряд вяжем по 15 столбиков без накида. В конце нити закрепляем, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Выполняем самостоятельно. Хвостик готов. Приставляем его сзади, пришиваем и наполняем слегка холофайбером. Пришили хвостик. Свяжем теперь шипы для нашей игрушки. Их должно быть 3. 2 я уже связала. Третий свяжем вместе. Набираем цепочку из 2 воздушных петель. Одна, вторая. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставим маркер. Второй ряд вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. 1 столбик, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Третий ряд провязываем 9 столбиков без накида самостоятельно.
Провязали до конца. Маркер можно убрать. Складываем деталь пополам и провязываем столбиками без накида за 2 половинки. Должно получиться 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Нить закрепляем и отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Распределяем шипы по нашей игрушке. Примерное расположение намечаем с помощью булавок. Так это будет, пришиваем. Пришили шипы. Так, теперь у нас есть еще крылышки готовые. Давайте их тоже пришьем. Так, наметили место. Пришиваем. Крылышки пришиты. Так, теперь берем ручки. Так, ручки вставляем к телу слегка наискосок, чтобы они смотрели вперед. Закрепляем булавкой с одной стороны, симметрично устанавливаем с другой стороны. И пришиваем. Пришили ручки, пришиваем ножки. Пришиваем их так, чтобы они смотрели на вас. Так, вот вы видите, от центра я отступила 1, 2 ряда и поставила вот лапку. Со второй поступим так же, поставим ее симметрично и пришьем. Пришили нижние лапки. Они у меня не разворачиваются так, потому что я прихватила предыдущий ряд сбоку с каждой стороны. И вот получается на данном этапе вот такой вот результат. Так, теперь вышьем ноздри. Берем зеленую нить, иголочку и вышиваем ноздри. Делаем несколько стежков. С одной стороны и с другой. Так, вышили. Закрепляем нить, прячем внутри дочки. Теперь берем красную нить и вышиваем ротик. Тоже делаем несколько стежков. Нить закрепляем, прячем в мордочке.
Дальше выполним утяжку глаз. Для этого берем зеленую нить, заводим иголку снизу, с центра мордочки, выводим в правом нижнем углу глаза, затем вводим в левый угол, выводим с противоположной стороны глаза, через столбик опять вводим в глаз, в угол в левый глаза и выводим внизу. Стягиваем. Так. Завязываем узел. Теперь выполним боковую утяжку глаз. Для этого снова вводим иголку снизу и выводим ее в левом углу глаза. Затем поднимаемся вверх, снова вводим иглу и выводим ее с противоположной стороны. В верхнем углу вводим иглу в нижний угол глаза и выводим уже внизу под мордочкой. Подтягиваем. Смотрим, насколько глазки нужно утянуть, чтобы результат вас устраивал. Завязываем на узелок нити и прячем их. Белой пряжей вышиваем белки самостоятельно. Белки вышиты. Дальше берем черную нить, будем вышивать реснички и бровки. Намечаем примерное расположение бровок, как вы хотите. Заводим иголку и делаем несколько стежков. Выводим иглу на противоположной стороне. И также делаем несколько стежков. Дальше выводим иглу через столбик от глаза в серединной части вот. Вот она, первая ресничка. Выводим иглу в средней части другого глаза. И также на один столбик от середины линии глаза
отступаем и вводим иглу. Выводим вместо входа иглы. Это вторая ресничка. Что-то у меня ниже получилось. Так, вытаскиваем нить. Я по новой вышила реснички. Вот они у меня так вот смотрят теперь ровно. И бровки сдвинула на один столбик. Свяжем рожки. Деталей должно быть две. Одна уже связана, вторую свяжем вместе. Набираем цепочку из 2 воздушных петель. Один, два. Во вторую петлю от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Второй ряд провязываем 5 прибавок. Должно получиться 10 столбиков по кругу. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, третий ряд. Вяжем 10 столбиков без накида самостоятельно. В конце нить закрепляем, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Выполняем. Рожки готовы. Пришиваем их к игрушке. Приставляем рожки, фиксируем на булавке и пришиваем самостоятельно. Свяжем наши игрушки шапочку. Для этого набираем цепочку белой пряжи из 6 воздушных петель. Один, два, три, 4, 5, 6. Во вторую петлю от крючка провязываем столбики без накида. 1, следующий тоже столбик без накида, и так до конца ряда. 2, 3, 4, 5. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, вяжем во второй столбик за заднюю стенку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Так провязываем каждый ряд. Петля подъема в конце и вяжем за задние стенки петли. 1, 2, 3, 4, 5. Так провязываем резинку длиной 17 сантиметров. Выполняем самостоятельно. Я провязала 17 сантиметров. Дальше складываем 2 половинки и провязываем соединительными столбиками. Соединяем их.
Когда все соединили, нить закрепляем, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Берем красную пряжу, прикрепляем ее к резинке и вяжем столбики без накида по краю резинки. Два, три, четыре. Продолжаем вязать самостоятельно. Я провязала столбики по кругу. У меня получилось 49 столбиков. Дальше следующий ряд вяжем 5 столбиков и убавку 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Третий и четвертый ряд вяжем по 42 столбика без накида. Вяжем самостоятельно. Пятый ряд вяжем 5 столбиков и убавку 6 раз. Должно получиться 36 столбиков без накида по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. С 6 по 8 ряд вяжем по 36 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно 3 ряда. 9 ряд вяжем 4 столбика и убавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 10 и 11 ряд провязываем по 30 столбиков в каждом ряду. Вяжем самостоятельно. 12 ряд вяжем 3 столбика и убавку 6 раз. 1, 2, 3, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. С 13 по 16 ряд вяжем по 24 столбика в каждом ряду. 4 ряда провязываем самостоятельно. 17 ряд вяжем 2 столбика и убавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков по кругу. 1, 2, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. С 18 по 20 ряд вяжем по 18 столбиков в каждом. 3 ряда провязываем самостоятельно. 21 ряд вяжем 1 столбик и убавку 6 раз. 1 столбик, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 22 и 23 ряд провязываем по 12 столбиков без накида самостоятельно. 24 ряд вяжем 6 убавок. 1, 2. Продолжаем самостоятельно. Нить отрезаем, оставляем небольшой кончик, чтобы стянуть отверстие. Стянули отверстие, вот что получилось. Дальше представляем голове дракоши. И пришиваем по кругу. Для шапочки нам нужно сделать помпон. Будем его делать на вилке из белой пряжи. Так, наматываем пряжу на вилку. Делаем где-то
40 витков самостоятельно. Я сделал необходимое количество витков. Отрезаем нить. Затем отрезаем еще небольшой кусочек нити. С помощью крючка протаскиваем нить через вилку. Я протянула нить. Дальше вторую нить проводим посередине вилки. Завязываем на двойной узелок. Слегка пока. Затем пряжу снимаем с вилки. И узелок уже затягиваем потуже. Можно еще один узел завязать. Переворачиваем наш будущий помпончик на обратную сторону. И также завязываем узлы. И еще один. Разрезаем петли ножницами по кругу самостоятельно. Вот что у меня получилось. Теперь нужно помпон подстричь, придать ему более круглую форму. Помпончик нужно распушить и придать ему форму. Подстричь лишнее, то, что повылазило. Вот что у меня получилось. Готовый помпончик прикрепляем к кончику шапки. Для этого берем иголку, заводим одну ниточку в уголок шапки, завязываем, закрепляем и все. Лишние нити прячем в шапке. Так. Еще на один узелок для надежности. Прячем кончики. Лишнее отрезаем. Наш дракошар готов. Вот такая вот прелесть получилась. Надеюсь, у вас не возникло сложностей с этим мастер-классом. Спасибо всем за внимание.